И если сегодня выйти на улицу, показать первому попавшемуся человеку эту фотографию и задать вопрос, кто это такой, практически каждый встречный уверенно ответит, что это М. Кабацкий. Но на самом деле это не он. На самом деле это Артур Невилл Чемберлен. День добрый, на связи Амкабаский. Сегодня я хотел бы представить вам новую рубрику, которая будет называться «Консервативная история». В этой рубрике я буду рассказывать вам об исторических событиях, персоналях и процессах, происходивших в мире. Повествование будет проходить в старом добром консервативном стиле, которым так славится наш канал. Сегодняшний первый выпуск будет посвящен Артуру Невиллю Чемберлену, по совместительству являющемуся символом консервативного канала. Невилл Чемберлен – государственный деятель Великобритании, лидер консервативной партии, более известный как Тори, неофициальному историческому названию. В сознании большинства людей, не углублявшихся в английскую историю, Невилл Чемберлен более известен как 60-й премьер-министр Великобритании с 28 мая 1937 по 10 мая 1940, проводивший политику умиротворения нацистской Германии и подписавший 30 сентября 1938 года Мюнхенское соглашение о передаче Чехословакии Германии Судетской области. Очень часто Невилл Чемберлен позиционируется как фигура крайне отрицательная, якобы не пытавшаяся остановить Германию, вступившая с ней в сговор и всячески шедшая у нее на поводу. Чемберлену также приписывают такие негативные качества, как слабохарактерность, мягкость и попустительство. Существуют даже целые так называемые мемы с его участием, где Чемберлен предстает не в радостном свете. Однако объективный исторический анализ показывает, что это далеко не так, и все озвученное выше не соответствует исторической действительности. Давайте разбираться. Артур Невилл Чемберлен родился в семье британского предпринимателя Джозефа Чемберлена и Флоренс Чемберлен в девичестве Кенрик, кузине Уильяма Кенрика, 18 марта 1869 года в доме Сауборн, что в Эджбастон, Бирмингем. Его отец Джозеф Чемберлен был единственным членом кабинета министров, не имевшим университетского образования. Однако это не мешало ему разбираться в экономике и политике. Занимая пост министра по делам колоний с 1895 по 1903, он неоднократно выступал с речами империалистического характера, призывая к расширению колониальных владений Британской империи. В своих выступлениях он нередко подвергал нападкам буров, субэтническую группу африканеров, которая после захвата Великобритании и Капской колонии в результате Великого Трека смогла создать свои собственные национальные государства – Трансвааль и Оранжевое свободное государство. Именно его считают одним из вдохновителей Второй Англобургской войны 1899-1902 годов наравне с Сесилом Ротсом и Альфредом Бейтом. Интересный факт. Джозеф Чемберлен умер 2 июля 1914 года, когда его третья жена, Флоренс Кенрик была второй, Мэри Эндикот зачитала ему новость об убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда. Он уже как 8 лет страдал от паралича, который вынудил его оставить общественную жизнь в 1906 году. Про его мать, Флоренс Чемберлен, известно не так уж и много. Она умерла в 1875 году, когда Невилл был еще маленьким мальчиком. Ее кузен, Уильям Кенрик, был промышленником, занимающимся обработкой металла, а также членом либеральной юнионистской партии. Невилл был далеко не единственным ребенком в семье. У него был старший брат, Остин, и 4 сестры, Беатрис, Ида, Хильда и Этель. При этом только Остин был сыном от первого брака. 13 февраля 1875 года Флоренс родила еще одного ребенка, но из-за послеродовых осложнений и она, и этот ребенок умерли в этот же день. Воспитание всех детей пришлось взять на себя старшей сестре Беатрис, при этом оставив свою педагогическую деятельность. Сначала Невилл Чемберлен занимался домашним обучением. Его учила старшая сестра Беатрис. Позднее он поступил в школу рагби, элитную британскую частную школу для мальчиков, в которой обучаются с 11 до 18 лет. С 1975 года в школе также обучаются и девочки, но их гораздо меньше, нежели чем мальчиков. После Джозеф Чемберлен отправляет его учиться в колледж Мейсона, университетский колледж, названный в честь сэра Джошуа Мейсона, мануфактуриста, торговца и филантропа. Позднее колледж Мейсона станет одним из учреждений, на базе которого будет основан Бирмингемский университет.
Невилл, однако, не выказал особого интереса к учебе в этом месте, и в 1889 году отец забрал его оттуда и самостоятельно обучил Невилля бухгалтерии фирмы. Через 6 месяцев он стал наемным рабочим у своего отца. Пытаясь наладить семейные доходы, Джозеф посылает Невилля создать плантацию сизаля на Андросе, самом большом острове Багамских островов. Невилл провел там 6 лет, однако по независящим от него обстоятельствам плантация провалилась, и Джозеф Чемберлен потерял около 50 тысяч фунтов стерлингов. После возвращения в Англию Невилл Чемберлен занялся бизнесом, купив при содействии семьи фирму Hoskins and Company, мануфактуру, выполняющую металлические работы для корабельной деятельности. Невилл управлял компанией 17 лет, в течение которых она успешно развивалась и процветала. В это же время он начинает заниматься общественной деятельностью в Бирмингеме. В 1906 году он становится управляющим главной бирмингемской больницы, и вместе с другими 14 высокопоставленными лицами он становится одним из основателей Объединенного комитета больниц Британской медицинской ассоциации. К 40 годам Невилл Чемберлен принял решение оставаться холостяком, но в 1910 году он встречает свою любовь, Анну Кол, которая через год и становится его женой. В своих высказываниях Невилл отмечает, что благодаря ее поддержке ему удавалось добиться еще больших успехов в бизнесе и политической деятельности, в том числе и стать премьер-министром. У них было 2 ребенка – сын и дочь. Изначально Невилл Чемберлен слабо интересовался политикой, предпочитая заниматься предпринимательской деятельностью, несмотря на то, что его отец Джозеф и его брат Остин уже были в парламенте. На всеобщих выборах 1900 года он выступил с речью в поддержку либеральных юнионистов, которые были союзниками консервативной партии, а позднее и вовсе объединились с ней. Мало кто знает, но полное и редко используемое название консервативной партии Великобритании, до сих пор существующей, консервативная и юнионистская партия. В 1911 году Невилл Чемберлен избирается в Бирмингемский городской совет от либеральных юнионистов по округу, находящемуся в парламентском округе его отца. В нем он становится председателем градостроительного комитета, и благодаря Невиллю комитет принимает первую градостроительную схему во всей Великобритании. Однако начало Великой войны 28 июля 1914 года нарушает его планы. В 1915 году он становится лордом-мэром Бирмингема. Находясь на этом посту в военное время, Невиллу Чемберлену пришлось столкнуться с множеством тяжелой работы. Он настаивал на том, чтобы все подотчетные ему советники и чиновники работали одинаково и максимально эффективно. Ему удалось добиться сокращения вдвое расходов на содержание лорда-мэра, то бишь себя, а также сократить свои гражданские функции и полномочия. В этом же году он назначается членом Центрального контрольного совета по алкогольным напиткам. В декабре 1916 года только что избранный 53-й премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж предложил ему место директора национальной службы, отвечающей за координацию призыва на военную службу и обеспечение того, чтобы у военных отраслей промышленности хватало людей для выполнения работ. Пребывание Невилля на должности отмечено рядом конфликтов с премьер-министром, в результате чего Невилл подал в отставку после получения небольшой поддержки от Ллойда Джорджа. После этого Невилл Чемберлен и Ллойд Джордж становятся заклятыми врагами, взаимно ненавидящими друг друга. Чемберлен решает баллотироваться в палату общин и становится кандидатом от юнионистов в округе Бирмингем-Леди Вуд. Выборы состоялись практически сразу после окончания войны. Предвыборная кампания в этом округе была довольно активной и примечательной, поскольку его оппонентом от либеральной партии была миссис Маргарет Корбет Эшби, одна из 17 женщин, которые впервые выдвигались на этих выборах в парламент после получения права избирать и быть избранными. Невилл решил стать одним из немногих кандидатов-мужчин, делающим упор в своей избирательной кампании на женский электорат. Он подключил к работе свою жену, выпустив специальную листовку «Слово дамам». Благодаря такой прозорливой тактике ему удалось победить, получив практически 70% или 6833 голоса. На тот момент ему было 49 лет, что позднее сделало его премьер-министром с самым большим возрастом избрания в Палату общин. На этом мы заканчиваем первый выпуск. Надеюсь, вам понравился такой формат. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал, чтобы увидеть продолжение, а также другие выпуски консервативной истории. Пишите в комментарии свои мысли и кого вы бы хотели видеть в следующих выпусках. На связи был М. Кабацкий, мы заканчиваем. Всем спасибо за внимание. Увидимся с вами в следующих видео на нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!